И этот город – Нью-Йорк. Всем привет, с вами Галя Карен, и сегодня я снова отправляюсь в путешествие. На сей раз это Китай. Я не первый раз уже в Китае, какие-то города мне очень понравились, какие-то нет. В этот раз будет Шанхай и Сиань. Место, где можно посмотреть терракотовую армию. Посмотрим, как мне понравится Шанхай. Говорят, что он очень сильно отличается от Пекина. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментарии. Это очень важно для развития моего блога. Самолет достаточно комфортный. Единственное некомфортное время – 12 часов из Барселоны до Шанхая. Но, слава богу, это прямой перелет, в отличие от того раза, когда я летела в Гуанчжоу с пересадкой. Тогда получилось 17 часов. Ну что, погнали? В Китае в большинстве отелей номера достаточно просторные, и мой номер оказался таким же, приятный и очень удобный. Здесь есть все: большая комната, просторная ванная и отдельное место, где можно спокойно попить чай или кофе. Кстати, в этом отеле каждый день бесплатно приносят 4 бутылки воды. А вот если нужно больше, тогда уже за дополнительную плату. В целом очень комфортно и продумано для путешественников. Наш первый поход в метро в Шанхай был, мягко говоря, не самым простым. Купить билет оказалось непросто, потому что в Китае почти никто уже не пользуется наличными. Как-то мы все-таки смогли купить один билет за 4 юаня и доехать в одну сторону. Но дальше стало понятно, что без цифровых систем тут уже никак. И тогда мы начали пользоваться WeChat. Это в Китае вообще единая система для практически всего. Это и мессенджер, и способ оплаты, и доступ к сервисам. Через WeChat можно пройти в метро, купить билеты в кино, театр, на поезд, на самолет, забронировать отель, буквально все. Для меня это был совершенно новый опыт, и, честно скажу, настроить все было очень непросто, особенно если ты не говоришь по-китайски. Но когда система начинает работать, жизнь становится намного проще. Это было достаточно удобно. Когда я впервые увидела набережную реки Хуанпу в Шанхае, я просто замерла от восторга. На мой взгляд, это одна из самых красивых набережных в мире по ночному оформлению по свету. Все выглядит бесконечно эффектно и очень кинематографично. По этой набережной хочется гулять, гулять и гулять, потому что она потрясающая, продумана и очень комфортна. И, кстати, несмотря на то, что Шанхай огромный мегаполис, даже больше Москвы, например, он довольно зеленый. Здесь вдоль реки много парков, зон для отдыха, мест для занятий спортом и удобные велосипедные дорожки. А еще, как и во многих европейских городах, вдоль набережной расположено много интернациональных ресторанчиков, где можно просто сидеть, смотреть на реку и наслаждаться атмосферой города. Ююань Гарден Шоппинг – это очень колоритное место с аутентичными ресторанами, магазинчиками и яркими персонажами. Вы получите огромное удовольствие, настоящее погружение в атмосферу старого Шанхая. В Шанхае во многих местах можно перекусить прямо на улице. Очень часто стоят столики, иногда даже не стоят, как здесь. И вот это все производится на ходу. Вкусно от обедов мы отправились гулять дальше, но по дороге решили попить китайского разнообразного чаю. Я, пожалуй, возьму себе чай с черным сахарным бамбуком.
Посреди стекла и бетона можно встретить вот такие кварталы, где живут простые жители. Очень миленько и аутентично. Среди китайских городов, в которых я побывала, Шанхай оказался для меня лично самым красивым и самым удобным. Если честно, то он похож сам на себя, потому что очень многие города напоминают друг друга, но местами он тоже похож на какой-то город. И этот город Нью-Йорк. Место в Шанхае, которое стоит посетить и погулять рядом, это церковь Святой Троицы, построенная в стиле неоготик, 1866 год. Очень красиво затесалась среди небоскребов из стекла и бетона. На улицах Шанхая можно встретить вот такое вот шоу. Создание украшений ручной работы, серебро и драконы, изрыгающие пар. Свой поход в Шанхайский музей я начала с чашки очень вкусного кофе в кафе музея. И, конечно, в красиво оформленной одноразовой упаковке. Для Китая это вообще очень характерно. Здесь красота буквально во всем. Такая особая своя эстетика. Но самое главное, конечно, сам музей. Коллекция здесь не очень большая, зато очень продуманная. Есть все, что важно показать. Древние костюмы, мебель, декоративные деревья, каллиграфия и живопись. То есть можно буквально за короткое время и совершенно не устав получить общее и очень приятное представление об истории искусства Китая. Отличный вариант, если хочется культурной прогулки без перегруза и с настоящим удовольствием. На одной из окраин Шанхая находится Power Station of Art – музей современного искусства, где проходят выставки, инсталляции и различные биеннале. Очень похоже на наши барселонские Tres Chimeneas, так как это тоже бывшая электростанция, модное пространство. Посмотрим, что нас ждет внутри. Погнали! Вот, пожалуйста, здесь проходит 15-я шанхайская арт-биеннале. Power Station of Art – это музей современного искусства, созданный в здании бывшей электростанции на берегу реки Хуанпу. Он находится недалеко от центра Шанхая, в районе бывших промышленных кварталов. Одна из вещей, которая может вас очень сильно раздражать в Китае, это отсутствие туалетов в кафе. Почему? Потому что, в принципе, в городе довольно много общественных туалетов, и очень часто вам предложат зайти в туалет в торговом центре. Поэтому многие кафешки не считают нужным сделать отдельный туалет, как, например, Starbucks и многие другие местные тоже марки. Поэтому запаситесь терпением. В центре вполне себе европейского квартала французская концессия находится парфюмерный рай Хармей. Многоэтажное здание. Здесь можно приобрести разную косметику по вполне себе приемлемым ценам. Я купила себе духи дорожные эквивалентом примерно 10 евро и накупила себе дорожных шампуней хороших марок. А еще мне показалось, что Шанхай – это практически модная столица. Очень удивили и порадовали китайские бренды. И вообще молодежь не только, очень модная здесь. Если честно, в этом месте город, правда, похож на Нью-Йорк, особенно ночной город. Вот там можно увидеть здание, которое напоминает Empire State Building.
За моей спиной находится вечерняя набережная Шанхая. Если честно, наверное, это лучшая набережная, которую я когда-либо видела, что касается вечернего освещения. А попутешествовала я немало. Сегодня я с друзьями на скоростном поезде отправляюсь в город Суджоу. Этот город считается китайской Венецией. Построен на каналах. До конца пока не знаю, что меня ожидает. Внимательно посмотрю, естественно, вам обо всем расскажу. Поезд скоростной, очень удобные подножки, куда можно поставить ноги, можно откинуться. Не во всех поездах можно откинуть кресло. Ехать туда 20 минут, и билетик стоил где-то 80 юаней. Вот, для пассажиров первого класса еще выдали вот такие штучки. Можно было взять воду, а можно вот эту жидкость. Не знаю, что это, надо сейчас проверить. Кстати, эта цена, которую я вам назвала, это стоимость билета в один конец. То есть надо будет еще обратно как-то добираться. Можно на такси, потому что, в принципе, этот город, не так далеко расположен от Шанхая, а можно купить билеты на поезд. Сейчас я нахожусь в городе Суджоу, городу 2500 лет. Находится недалеко от Шанхая. На скоростном поезде это 20 минут езды. Город называют символом южно-китайской культуры. Город так мощно развивался благодаря своей воде, каналам. И сейчас я нахожусь в саду чиновника. Сад был основан в 1509 году. Сегодня выходной день. Конские толпы народа в этом саду. Снимать достаточно некомфортно. Сад очень красивый, но из-за того, что сегодня воскресенье и китайцев тоже выходной, перемещаться здесь не очень. Поэтому советую приезжать в будний день. Это только кажется, что здесь тихо и безлюдно. Сюда не стоит соваться в выходной день. Очень красиво, но конские толпы народа. В этом прекрасном городочке можно взять в аренду платье, костюм национальный и погулять целый день в этом костюме. Специалисты сделают вам прическу и макияж. Суджоу часто называют китайской Венецией, и это правда город каналов. Они очень милые и аутентичные, с мостиками и старой застройкой. Здесь можно прокатиться и на большом катере, и на совсем маленькой лодочке. Очень уютный и романтичный опыт. Всем привет! С вами снова я. И сегодня на двое суток мы отправляемся на экскурсию в город Сиань. Один из древнейших городов Китая. Аэропорт местный, очень симпатичный, чистенький, аккуратненький, прям прекрасный. Кстати, я только что взяла себе кофе. Я обратила внимание, иногда в Китае, здесь, даже не иногда, практически всегда, кофе вкуснее, чем в Италии. Да простят меня итальянцы. Перелет занимает около 3 часов, и билет стоит примерно 140 евро. В Сиане меня ждал вот такой вот замечательный номер в отеле. Выглядит это таким образом, большой, да, то есть можно попить чай, кофе с роскошным видом из окна и целый банный комплекс, потому что Софитель – это спа-отель. В городе Сиань одно из сооружений, которые стоит посмотреть, которое является важной достопримечательностью, это городская стена. И это наиболее сохранившаяся часть укрепительных сооружений. Начали строить в VI веке, позже укрепили и расширили. Представляет собой практически ровный прямоугольник
и имеет протяженность 14 километров. Вокруг парки, и стена окружает древнюю часть города. Приятно погулять, хорошо освещена вечером. Сейчас прохладненько, гораздо холоднее, чем в Шанхае, поэтому я утеплилась, чтобы не замерзнуть на ветру. Пошла гулять. Смотрите, вдоль стены вот стоят такие киосочки, кстати, с довольно вкусными перекусами. То есть ты не то, что бедный, идешь по этой стене 14 километров, и тебе не присесть, не отдохнуть. Нет, можно посидеть и перекусить. На стене вовсю идет подготовка к Новому году. Сварщики делают скульптуры прямо на месте. Волшебники. Это тот редкий случай, когда умирающий император решил не брать с собой всех живых людей и армию, которая его обслуживала, которая была с ним. Он решил слепить воинов и все, что ему понадобится. В принципе, достаточно гуманно поступил. Вот он тот самый исторический момент, ради которого я здесь. Вообще в этой поездке в Китай. Терракотовая армия. Кстати, среди этих статуй нет ни одного лица, похожего на другое. Дело в том, что когда воин погибал, император считал необходимым увековечить память этого человека. В принципе, во всех отношениях был хороший император, как минимум за то, что не взял с собой и живых воинов. Лайфхак, как переходить дорогу в Китае. То, что у вас загорелся зеленый свет для пешеходов, вообще ничего не значит. Все равно машины продолжают ехать. Самые опасные здесь велосипедисты и водители таких маленьких, даже не знаю, как их назвать, тележек на мотоциклах. Большие машины и автобусы еще могут остановиться, а все остальные продолжают ехать. Но они едут с не очень большой скоростью, и если видят вас на переходе, они спокойно вас объедут. Ну что, закончилась моя прекрасная поездка в Китай. Терракотовая армия, вечерний Шанхай, прекрасная еда, страна высоких технологий, модных людей. Все было замечательно. Очень вам рекомендую, если будет такая возможность, если представится эта возможность, это вообще другой мир. Здесь даже Луна перевернута иначе. С вами Галя Карен. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментарии. Мне это важно. Мой блог развивается благодаря вам. Спасибо большое. И также приходите на мои живые экскурсии, которые я провожу в Барселоне и ее окрестностях. Пока-пока.